Всем привет, с вами Светлана. Наконец-то пришло время для моря и отдыха. И возникает вопрос, какой курорт выбрать, сколько это будет стоить. В этом видео мы для вас подобрали самые интересные курорты в Болгарии, на которых вы сможете провести незабываемое время. Болгария располагает почти 400 километров потрясающего побережья Черного моря, которое изобилует прекрасными пляжами и курортами. Многие новые пляжи в Болгарии в этом году удостоены звания «Голубой флаг» за чистоту моря. По некоторым данным, в этом году морской отдых в Болгарии в целом подорожает на 30%. При поездке в Болгарию вас ждет легкая климатическая адаптация. В Болгарии сравнительно мягкий климат без резких перепадов температуры, особенно на Черноморском побережье. В августе месяце вода в море нагревается до плюс 26 градусов. Купальный сезон длится с июня по середину сентября. Доступ на пляжи в Болгарии бесплатный, но на многих есть платные зоны, где придется взять в аренду лежак и зонт или снять отдельную беседку или шатер. Хорошо подходит Болгария для любителей автотуризма из-за сравнительно небольших расстояний и удобного месторасположения. Начнем обзор морских курортов с севера на юг. Албена – третий по популярности морской курорт в Болгарии. Албена – курортный комплекс закрытого типа, на въезде которого стоит шлагбаум. Длина пляжа составляет более 5 километров. Пляж очень широкий, как на побережье океана. Ширина около 150 метров с мелким песком. На наш взгляд, пляж в Албене, если не самый лучший, то как минимум один из лучших пляжей в Болгарии. Пологий вход в воду, что подходит детям. Пляж удостоен звания «Голубой флаг». Есть собственный небольшой аквапарк «Аквамания». На курорте Албена работает внутренний общественный транспорт. Специальные маленькие поезда курсируют по расписанию по своим маршрутам внутри курорта. Также от автопарковок курсируют электрошаттлы. Если вы приедете на курорт на своем авто, пребывание 30 минут будет бесплатно, а если больше, то придется заплатить от 2,5 до 10 евро за сутки в зависимости от расстояния до пляжа. В Албене практически нет бюджетного жилья, минимальный минимум это 3 звезды и выше. Цены на жилье стартуют от 42 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю. Такая же ситуация с ценами на питание. Несмотря на это, свободных номеров мало, хорошие отели разбираются задолго до начала сезона. За день на курорте гости Албены будут платить в 7 раз больше, чем в прошлом летом. В 2020 и 2021 годах курорт снизил цены на зонты и лежаки. Таким образом, комплект стоил 1,5 евро. Низкая цена и широкая благоустроенная полоса вызвали наплыв туристов из ближайших населенных пунктов и нарекания со стороны туристов, которые заплатили за путевки в 4- и 5-звездочных отелях, но не смогли найти место рядом с пляжем. Однако этим летом отдыхающим, не размещенным в комплексе с пакетом, включающим предоплаченные зонтики, придется платить 3,5 евро за зонт и 7 евро за 2 шезлонга. Кранево. Небольшой поселок Кранево находится поблизости до Албены. Между Кранево и курортом Албена находится заповедник Палтата, где вы можете увидеть некоторые охраняемые виды растений и животных. Население поселка приблизительно 1200 жителей. Кранево хорошо тем, что располагает таким же пляжем, как Албена, есть и голубой флаг. Это открытый курорт, доступный для всех желающих. Тут нет шлагбаума. Из особенностей есть каток для катания на коньках. Цены на жилье стартуют от 15 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю. Золотые пески. Курорт «Золотые пески» расположен между Албеной и Варной. В советские времена это был один из самых известных заграничных курортов. Пляж курорта «Золотые пески» растянулся на 4 километра с севера на юг. Курорт действительно имеет песок золотистого цвета. Вход
в море не пологий, сразу глубоко у берега. Пляж окружает густой лесной парк «Золотые пески». Лечебные воды из горячих минеральных источников парка используются в местных курортах. Плюсы курорта в хорошем состоянии инфраструктуры. Большой выбор кафе и ресторанов различного типа. Большой выбор отелей различной звездности. Рядом достопримечательности часовня Святого Иоанна Крестителя, скальный монастырь Аладжа. Пляж Золотых Песков удостоен международным отличием экологии «Голубой флаг». Цены на жилье в этом году стартуют от 23 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. Продукты можно покупать в магазинчиках на курорте по высоким ценам или в городе Варна в сетевых магазинах. В Варну ходят городские автобусы. Номера маршрутов автобусов 9 и 409. На Золотых Песках цены 6 евро за зонтик и 6 евро за шезлонг. Если ваш отель не на первой линии, то, скорее всего, по дороге с моря придется подниматься в гору. При путешествии на авто рекомендуем оставлять автомобиль на платной парковке или на парковке вашего отеля. Святой Константин и Елена. Курорт святых Константина и Елены – самый старый курорт Болгарии. Начал свое развитие более 100 лет назад. Курорт насчитывает 7 горячих минеральных источников. Они находятся на глубинах от 1800 до 2000 метров и температура воды от 40 до 60 градусов. Здесь находится термальный комплекс с бассейнами. Курорт предлагает большой выбор пляжей на любой вкус. Большинство пляжей имеет пологий вход в море. Один из них, солнечный день, удостоен звания «Голубой флаг». Цены на жилье стартуют от 23 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. Но выбор бюджетного жилья небольшой, поэтому лучше бронировать заблаговременно. Также продукты можно закупать в городе Варна, куда ходят городские автобусы. На пляжах цены 5 евро за зонтик и 5 евро за шезлонг. Но курорт в последнее время начал плотно застраиваться и терять свое былое великолепие. Варна. Варна хорошо подойдет тем, кто любит отдыхать в городах со своей привычной инфраструктурой. Морская столица Болгарии. Пляжи Варны занимают порядка 8 километров и тянутся вдоль всей береговой линии. Большинство пляжей Варны подходят для семейного отдыха с детьми. Варна отличается более масштабной культурной жизнью с обилием достопримечательностей, много музеев, театров, кинотеатров, есть дельфинарий и большой приморский парк. Есть маленький аквапарк. В Варне есть выбор жилья от хостелов до роскошных вилл. Но цены на жилье в этом году уже стартуют от 25 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. В Варне цены на продукты будут минимальными. Если их покупать в сетевых магазинах, есть и продуктовые рынки. Цены на пляжах не поменялись. 2,5 евро за зонтик и 2,5 евро за шезлонг. В этом году отдыхающих в Варне будет больше, чем обычно, поэтому жилье нужно бронировать заранее. Обзор. Город Обзор расположился на Черноморском побережье между городами Варна и Бургас, примерно посередине. Он расположен в бухте, которая начинается к северу от мыса Святой Атанас, а южнее доходит до горы Эминска. В этом году пляж Обзор центральный получил награду «Голубой флаг». Цены на жилье в этом году уже стартуют от 20 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. На центральном пляже в Обзоре зонтики и шезлонги стоят 3,5 евро, а на Обзоре Юг – 1,5 евро. Свети Влас или Святой Влас – престижный курорт у подножия южного склона горы, который иногда называют болгарским Сен-Тропе. Среди пляжей новый пляж получил престижное международное отличие экологии «Голубой флаг». Цены на жилье в этом году стартуют от 22 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. В Свете Влас продукты можно купить в супермаркетах «Меркурий» и «Диамант», но цены здесь выше, чем в той же Варне. Из недостатков отмечу присутствие перепад высот, поэтому по дороге с моря придется подниматься в гору.
Солнечный берег. Самый большой курорт Болгарии, он расположен на берегу залива в виде полукруга. Пляж курорта «Солнечный берег» вытянулся почти на 8 километров. Он действительно оправдывает свое название. С мая по октябрь здесь в среднем около 1700 солнечных часов. Пологий вход в море, что подходит детям. Все три пляжа – север, центральный и юг – получили международное отличие экологии «Голубой флаг». Поблизости есть два больших аквапарка и один мини-аквапарк, и лунопарк в самом центре. На Солнечном берегу большой выбор жилья. Цены на жилье в этом году стартуют от 25 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. На северном пляже отдыхающие будут платить 4,5 евро за шезлонг и столько же за зонт. А на центральном и южном пляжах цены на аксессуары составляют 5 евро. Эти цены в 2 раза выше, чем в прошлом году. На Солнечном берегу продукты можно купить в маленьких магазинчиках и в супермаркетах поблизости Жанет и Лидл. Несебр. Несебр – один из самых древних городов Черноморского побережья. Он был основан более 5000 лет назад. Город Несебр состоит из двух частей – старого и нового города. Я рекомендую посетить курорт Несебр в первую очередь любителям истории, экскурсий, музеев и старины. В старой части города есть маленький пляж. Как ни странно, но цены оказались невысокими, как на жилье, так и в заведениях общепита. Это относится к новой части города, та, которая на материке. Один из пляжей Несебра, Несебр-Юг, отмечен голубым флагом. На северном пляже отдыхающие будут платить 4 евро за шезлонг или за зонт. Цены на жилье стартуют от 22 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. Поморье. Старая часть Поморья располагается на полуострове, соединяющемся с материком перешейком, как и старинный Несебр или Созополь. Пляж Поморья Восток отмечен голубым флагом. Есть на курорте соленое озеро и поморийская лечебная грязь. Концентрация соли в озере, как в Мертвом море. Есть и небольшой аквапарк. Из плюсов можно выделить присутствие в городе сетевых магазинов Било и Лидл. Так что продукты можно покупать по нормальным ценам без курортных наценок. Цены на жилье стартуют от 29 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. Бургас. Бургас довольно привлекательный и недорогой курорт. Здесь расположен крупный морской порт, международный аэропорт, железнодорожные и автобусные вокзалы. В Бургасе есть красивые чистые пляжи, большой приморский парк около 7 километров с песчаными фигурами, оперный театр и несколько музеев. Песок на пляжах Бургаса с сероватым оттенком, впечатление как на пляже вулканического острова. Бассейны с лечебной грязью и рапы расположены в южной части Атанасовского озера. В Бургасе есть выбор жилья почти как в Варне, от хостела до роскошных вилл. Цены на жилье стартуют от 27 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. На северном пляже Бургаса зонт и шезлонг стоят по 0,60 центов евро каждый. Несмотря на введение в этом году платы за пляжные принадлежности, цены на пляже в Бургасе остаются символическими по сравнению с другими курортами. Но есть и один минус – это нефтеперерабатывающий завод «Лукойл». Созополь. Это старинный город, который был основан в VII веке до нашей эры греками-мореплавателями. Город похож на Несебр. Есть старинные крепостные стены, брусчатка, большая пристань для яхт и лодок. Но есть и отличия – это большие перепады высот. Город стоит как на холмах. Пляжи с очень мелким и приятным на ощупь песком, подходят для маленьких детей. Два пляжа Созополя, Созополь Централен, Созополь Харманите, удостоены звания «Голубой флаг». В Созополе можно выбрать жилье с большим диапазоном цен. Цены на жилье стартуют от 21 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. В Созополе цены на продукты будут минимальными.
если их покупать в обычных сетевых магазинах, например, Lidl. 3,5 евро будет стоить зонт или шезлонг на центральном пляже в Созополе. Все цены в видео на жилье приведены для сравнения курортов и при условии бронирования до начала сезона. Если бронировать перед поездкой, то цена может быть в 2, а то и в 3 раза выше. Курорт Албена сохранила статус самого дорогого курорта, а вот самым доступным курортом в этом году стала Кранева. Интересно, а какой курорт выбрали вы и почему? Напишите в комментариях. Я надеюсь, что информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео и желаю всем успехов!